Хочу вам показать сегодня, как я делаю скрутки в распаечных коробках. Да, вариантов скруток много. Например, кто-то скрутку паяет, кто-то ее вообще варит, применяет сварку. Кто-то на каких-то соединителях делает. У меня же скрутка будет представлять собой очень старинную схему. Обычная скрутка, просто с применением СИЗа. СИЗ — это соединительный изолирующий зажим с пружинкой. Так, где-то он у меня есть, сейчас я вам покажу. Вот такая штучка. Ну, чуть позже все увидите. Итак, зачищаю провода двумя способами. То есть при помощи просто ножа или таких разных инструментов для снятия изоляции. Но вот, допустим, здесь у меня провод ВВГ. Обычно это освещение у меня 3 на 1,5. То есть, допустим, вот таким инструментом ВВГшный провод чистится отлично. Взяли нужное нам расстояние. Раз. И мы снимаем изоляцию. А вот эти провода, честно говоря, я не знаю, что это за провода. Кто знает, напишите потом. Когда делал объект, и мне пацаны со стройки подогнали эти провода, я их тогда купил 100 метров за $100. Это не горючие провода. Каких точное название я не знаю. Но на самом деле я пробовал их обжигать. Там внутри идет еще какая-то типа стекловолокно, плюс фольга. В общем, вот эта изоляция сверху, ну, резина это, скажем так, она, да, тлеет, тлеет, обгорает. А внутри, вот сейчас я буду чистить, я вам покажу, эта хрень не горит. Что за провод, я, честно говоря, не знаю. Так, у кого нет специальных инструментов, пользуются просто ножом можно. Просто нужно делать это очень аккуратно, чтобы не повредить сам кабель. Попробую приблизить, вам покажу, как он выглядит. Вот, то есть, что это такое, я не знаю. Первый раз я такой провод вижу. Тут какая-то фольга, какое-то волокно. Вообще непонятно что. Конкретно. И плюс сейчас одна жила, не многожильная, а одна жила. Я вот в интернете искал, я почему-то такой провод не нашел. Вот, но реально он не горит. Кто бы что ни говорил, я лично пробовал. Вообще, вот эта вот оплетка не сгорает. Вот такая вот вещь. Кто знает, скажите, что это за кабель такой. Если ВВГшный провод чистите, главное, чтобы медную жилу просто не повредить ножом, лезвием. Эта штука не срезается, ну плохо срезается, а зато она хорошо скручивается. Изоляцию снимаю примерно 6, ну, максимум 7 сантиметров. После того, как все зачистили, естественно, нужно все это сейчас распределить, чтобы не перепутать. Это у меня просто всего лишь двойной выключатель. То есть один выключатель на потолочные светильники, а один выключатель на стеновые светильники. Вот столько проводов. Давайте я сначала соберу в кучу все заземление. На освещение у меня идет заземление, потому что оно у меня есть в щитке, поэтому почему бы его и не оставить. Многие как бы не делают на освещение заземление, но я сделаю, пусть будет. Лишним не будет. Итак, как я делаю скрутку? Пользуюсь я обычным шуруповертом. Вставляю пучок проводов. Дальше нужно чуть зафиксировать ее. И просто скручиваем. Так, заземление вот мы уже скрутили. Сейчас я буду скручивать, собираю все в кучу, все нулевые провода. Сейчас. Которые идут на лампочки, вот скрутил. Самое главное, говорю, не перекрутить, потому что можно так закрутить, что здесь просто лопнет провод и все. Без фанатизма. Почему оставлял такой запас? Потому что сама скрутка должна быть сантиметров 5.
я делал запас, то есть 6-7 сантиметров, чтобы можно было здесь откусить это лишнее. Вот так как у меня двойной выключатель, поэтому у меня идет 3 провода на выключатель. То есть один это у меня подающий, простыми словами, и вот 2 размыкающих. То есть на потолочный свет и на стеновой свет. Вот 3 провода должны идти на выключатель. Сейчас осталось только подсоединить фазу. Вот смотрите, с выключателя у нас приходят 2 провода. То есть фаза уже есть на выключателе. Обратно приходят вот 2 провода, которые будут размыкаться. То есть выключателем или включаться один свет, или второй, или 2 сразу. Поэтому мы их отдельно сейчас подключаем. Один у нас на потолочные светильники, второй на стеновые. Вот, используются сизы. Я вам сейчас покажу. Вот они есть разные. Так, где-то еще желтый. Разные в смысле по диаметру, по внутреннему диаметру. Соединительный изолирующий зажим пружинного типа. Пружинного типа, потому что внутри здесь есть пружинка. Она не дает проводу раскрутиться. То есть у нас идет хорошее соединение. Конечно, со временем пружинка может ослабнуть. Здесь как бы такое дело. За какое-то время это большой вопрос. Изоленту тоже, кто как говорит. Кто говорит, что это желтое с зеленым некачественно, кто качественное. Короче, я просто беру не самую дешевую. И все. Никаких привилегий, преимуществ там я никакой изоленте не даю конкретной фирме. Вот в магазине, ну конечно, не в этом, как его там, все за 72 или сколько, как этот магазин сейчас называется, дешевле всех. Короче, в этих магазинах лучше не брать. В обычном строительном магазине берете нормальную изоленту. Я думаю, проблем не будет у вас. Вот, оставляем пока вот такой кончик, где-то 5 миллиметров, сантиметр. Ну, на самом деле, я же говорю, столько всяких вариантов этих скруток. Особенно вот это мне нравится сварка проводов. Как-то меня она, честно говоря, смущает. Потому что такое изначально напряжение дается, изначально, когда ты варишь, то есть и температура, что вопроса ничего ли там с медью с этой не случается в этот момент. Ну, как бы это лично мое мнение по поводу сварки. Паять тоже паял, ну, просто зачем? Смысл? Я вам так скажу, раньше были вообще алюминиевые провода. И дома по сей день с алюминиевыми проводами по 50, по 60 лет стоят, и ничего с ними не случается. А это медь. Ну сколько, 100 лет, так дом столько не простоит, скорее всего. Поэтому вот обычная скрутка, которую придумали еще хрен знает сколько лет или сотен лет назад, она работает по сей день. И лично я ничего не выдумываю. Я никого, конечно, не заставляю делать именно так. Я просто показываю способ, которым пользуюсь конкретно я. И ничего другого я не использую. Да, я же еще раз объясняю. Пробовал я и варить, и паять, и опрессовывать. Но сейчас я это не делаю. Тем более это я делаю себе. Неужели вы думаете, что я себе пожелаю чего-то плохого? Себе, своим детям, своей семье? Нет. Вот поэтому вот вам мой ответ. Что эта скрутка, я считаю, и не только я считаю, очень надежная и хорошая. Не надо придумывать велосипед, изобретать на квадратных колесах. Если он хорошо едет, на круглых колесах, а не на квадратных. Так, почему сизы разного диаметра, я думаю, вам понятно. То есть где-то у нас в скрутке 2 провода, где-то у нас в скрутке 3, где-то 4. Поэтому все сизы есть, естественно, разного диаметра. То есть вот этот колпачок сюда подойдет, где 2 провода. У них есть градация, там на упаковке все это можно прочитать. Какой диаметр, от какого до какого диаметра он подходит. Все, до упора пока не щелкнет. Мы докручиваем колпачок. И на этом готово дело. Так, сейчас все это нужно уложить аккуратненько в коробочку. Конечно, для стольких скруток она маловато, но я думаю, что поместится. Красиво там оно легло или некрасиво, особого внимания я этому не придаю. Вот так оно получилось.
Не знаю, снизу видно, нет. И еще интересный вопрос. Я им когда-то в свое время очень много интересовался у разных людей, разных специалистов. Гофра. Видите, у меня гофра. Это не от пожара. Гофру я здесь цеплял просто для того, чтобы было удобнее крепить провода. Ни от какого пожара никакая гофра не спасет. Запомни, никакая вообще, не существует такой гофры. Вы видели когда-нибудь пожар? Вот у меня был пожар. У меня горел сарай. Но там по другой причине. Не связанный с электричеством. И я вам так скажу, горит все. Даже металлические балки, двутавры, швеллера. Все горит. Поэтому какая гофра? Господи. Перестаньте. Вообще без разницы, какая гофра. Ни от какого пожара она не спасет. Так, вот он выключатель. Вот один свет и стеновой свет. Все отлично. У меня здесь такое большое помещение, скажем, 60 квадратов, почти как двухкомнатная квартира. Только второй этаж. Вот я здесь делаю все виды отделочных, монтажных работ. Так как я занимаюсь ремонтом квартир, я вам показываю, как я делаю лично себе, как мастер. За работу, как всегда, ставим лайк. Кто еще не подписан на канал, подписываемся. Всем удачи, всем пока.